Привет, друзья! Это Майкл Свобода. И я, как и обещал, вернулся на канал и начинаю новую серию выпусков, новую активность. И эта серия будет называться «Игры со временем, деньгами, жизнями, любовью, конечно же, сексом». Ну а как же без него? И я попытаюсь ответить на несколько вопросов, снять маску или нет, чтобы вы еще раз меня увидели. Значит, вот Сан-Франциско, мы выходим прямо на центральную улицу. Сейчас понедельник, 12 апреля 2021 года, время местное 3 часа. В первом видео я хочу вам коротко рассказать и ответить на 4 вопроса. Кто я все-таки, немножко более подробно рассказать, что я хочу сделать. Обязательно скажу, почему я это хочу сделать. И обязательно, конечно же, скажу, каким образом вы можете присоединиться, чтобы помочь мне. Кто знает, а может кто и не знает, еще раз скажу о себе немножко коротко. Меня зовут Михаил Слободчиков. Это мое первое официальное имя и фамилия. Когда я приехал в Америку, я поменял на Михаил Свобода. Родился я в городе Бендеры, это Молдавия, бывшая спорная территория до сих пор. Это был город Бендеры, прямо в пригороде города. Такой населенный пункт, который маленький, называется село Гиска, по большому счету. Там даже, когда вот в месте, где я родился и провел первые свои 16 лет, асфальта до сих пор не было. Дом выходил просто на поле, просто, могу сказать, так сказать, беднота конкретно. Смотрите, где мы находимся, кстати, красивое какое место. Вот. Фонтанчики. Конечно же, не в таком месте я родился. Вот. 20 мая 1980 года, как я вам сказал. И до 16 лет я жил в городе Бендеры. В 16 лет я уехал в Москву, поступил во второй мед, закончил его в 23 года, учился в ординатуре во второй клинической больнице по офтальмологии. И в 2005 году устроился на работу в Институт глазных болезней, в детское хирургическое отделение. И в 28 лет, то есть в 2008 году, я уехал из Москвы и переехал в Штаты. Вот, если коротко, моя биография с деталями, с датами, с конкретными местами. Многие, конечно же, ее знают, многие ее не знают. Я это снова рассказываю и выкладываю у себя на канале, чтобы вы понимали уже тот следующий контент, который будет здесь, чтобы вы понимали лучше, что я хочу сделать, почему и как. Итак, сейчас ответы на эти вопросы. Ну что, можно полежать немножко около бомжа на фоне церкви. Не знаю, видно там красивая церковь или нет. Что? Значит, я скажу сразу, что я хочу сделать, и я это уже сделал. Я бросил свою семью, оставил свою работу, жену, любимую, жену, детей, команду, все бросил и посвятил свое время для того, чтобы проводить акции по спасению Алексея Навального. И делать их до тех пор, пока Алексей не будет на свободе, в безопасности в той стране, в которой он выберет. Итак, это то, что я решил сделать, и то, что я буду делать. Вопрос, а почему я это решил делать, и какое мне дело до Навального, и вообще до всего остального? Отличный вопрос. Сейчас еще немножко погуляем, я вам покажу офигенные места, и обязательно и на него отвечу. Посмотрите, какая архитектура. Как красиво церковь совмещается и соседствует с современным зданием.
И это на фоне парка, где иногда даже вот я смотрю, тут отдыхают бездомные. И вон там написано Black Lives Matter. Так это или не так, вам решать, но я с этим абсолютно согласен. Все жизни важны. Поехали. Итак, какое дело мне вообще до Навального и до всего того, что происходит в России? Вы скажете, Майкл, ты свалил, что тебе оно вообще надо или нет? И разговор, конечно, по существу, я согласен. Может быть, те, которые находятся там в России, они это не понимают. Что вообще тем, которые свалили? Вообще, что им вообще до России? Пускай там живут себе, повезло, вот и повезло там. Ну кто, Чичваркин, Ходорковский, освободились, свалили, зашибись. Успокойтесь, зарабатывайте деньги. Ну что-то как-то жизнь устроена не так. И вы знаете, все вроде хорошо, но нехорошо. Основное, конечно, что меня очень сильно задело, это когда Алексей был отравлен, он находился в Германии. И вот почему-то такое распространенное мнение в России, да и вообще, что типа, если ты уехал, ты не имеешь права вообще что-то говорить, что-то делать, забудь, ты вообще бросил, ты уехал. Это может быть, когда вот там находишься по ту сторону, как говорится, по ту сторону мнения, то тогда, может быть, оно и действительно так. Но когда ты был и там, и здесь, когда ты можешь сравнить два разных мировоззрения, два разных, что называется, две разные жизненные позиции, то хочется сделать что-то, если честно, тоже доброе и хорошее, как-то отблагодарить ту страну, которая дала это тебе образование, которое я получил все-таки в Москве второй лет, я его получил бесплатно. Я очень благодарен России, она по большому счету вывела меня в люди. Бедный мальчик из бедной страны, 12 лет в Москве, только благодаря тому, что я был все-таки там, я теперь нахожусь здесь, в Сан-Франциско, я могу все бросить, я могу оставить все свои дела, у меня есть деньги, у меня есть возможность, у меня есть команда, которая будет меня заменять. И вот заниматься тем, чем я сейчас буду заниматься. Конкретно проводить акции по тому, чтобы освободить Алексея Навального как можно скорее. И вы, может быть, скажете, ну хорошо, а при чем здесь-то Навальный? Россия, ладно, дала тебе образование, а Навальный-то что? А Навальный, ребята, еще тот красавчик. Вы, может быть, не знаете, но я его почитываю с 99-2000 года, его еще ЖЖшку когда-то, тогда, когда он начинал покупать эти первые только акции ВТБ и других, значит, всех этих контор и ворошить это гнездо Путина. Так вот, скажу вам, если так честно, ребята, что, наверное, благодаря этому самому человеку я и нахожусь здесь. Он как-то вот еще тогда начал открывать мне глаза на то, что происходит. И я вас больше уверяю, благодаря тому, вот, что он когда-то давным-давно начал делать, самый первый, не испугался, появилась целая плеяда вот молодых таких противников Путина, что называется, пусть хоть и не согласных и не способных объединиться всех вместе, как тот же самый, там, та же самая Собчак, я уверен, тоже появилась не вопреки тому, что вот эта деятельность Навального была. И куча фондов, куча независимых людей, молодых, там, пожилых. Я уверен, это все поколение Навального, которое выросло на том, что читало и наблюдало за его деятельностью. То именно поэтому я и хочу заниматься спасением Навального. Вот. И да, я буду тоже проводить акции против Путина. У меня с ним свои счеты. Я из-за него уехал из страны, из-за того, что я видел, что такая коррупция, которая им была насаждалась, которая им насаждалась и поощрялась. И он как бы, как мне кажется, сама коррупция есть, которая просто управляет государством. То есть та система ФСБ, которая должна надсматривать была, она пришла к власти, и она разваливает государство. Она с чего начала? Она развалила систему контроля над государством, это СМИ, и продолжает разваливать. И все это плавненько идет к чему? Все это плавненько идет к тому, что у нас скоро будет
такая, знаете, большая Северная Корея, такая может через 5-10 лет, если никто ничего не будет делать. И если вы помните, как говорил Стивен Пинкер, основная реальная проблема человечества, которая вот до сих пор существует, это все-таки ядерная угроза. Поверьте мне, вот весь мир напрягается, чтобы никак там этот сумасшедший не получил ядерную бомбу себе в кармане. Так вот, пожалуйста, еще через 5-10 лет этот сумасшедший, такой же, как этот Ким Чен Ир, будет обладать этой ядерной бомбой. И не знаю, что потом будет весь мир делать. Потому что, как вы видите, ждать ни к чему хорошему не приводит. Поэтому я все бросил, я не собираюсь ждать и начинаю действовать. Если вы со мной, пожалуйста, помогите. Что я хочу сделать? Я хочу сделать такую акцию, похожую или подобную, что когда-то сделал Петр Верзилов с командой смелых и дерзких девчонок под названием Pussy Riot. Они это давно сделали, у них была, как вы помните, их достало православие, их застало засилие попов, грубо говоря. В России это тоже понятная проблема, все знают, о чем я говорю. Так вот, они не испугались, вышли в России в храм, и все знают, что они сделали. Вы можете их поддерживать, можете не поддерживать. Они смелые девчонки, они заявили о проблеме тогда, когда это нужно было. Получилось у них или нет, не знаю, вам решать. Так, естественно, что я могу сделать? Я не могу сейчас ехать в Россию. Хотя я гражданин России, у меня есть российский паспорт, но я не хочу туда ехать, потому что я знаю, там, может быть, на канале посмотрят мои ролики, и там есть ролик, как за 100 дней убрать Вову Путина. Посмотрите, кто не смотрел, ссылочку могу оставить в описании. Смотрите, значит, вот какое-нибудь такое местечко, вот смотри, Москоня Центр. И таких очень много. Сан-Франциско. Мне нужно 3 симпатичные девчонки, симпатичные, которые желательно говорят на русском языке, чтобы у них какая-то была связь с Россией, там, неважно, украинский, русский, которые поддерживают, грубо говоря, политику Алексея Навального или, так можно сказать, демократические ценности. И вот на каком-то таком вот местечке мы устроим акцию. Я, конечно же, скажу, какая это будет акция. Вы помогите мне найти этих 3 симпатичных девчонок. Я уже этим занимаюсь. Симпатичных и раскованных, конечно. Что значит раскованных? Ну, раскованных это, конечно же, значит... Что? Ничего особенного не надо будет делать. Сексом не надо будет заниматься. Надо будет способным показать грудь в общественном месте. Вон, видите, мужик там играет на каком-то аккордеончике. Или баян это. Нет, это аккордеон. Я вон школу музыкальную заканчивал по классу аккордеона. Кстати, 5 лет учился он на такой балалайке играть. Так вот, у них что? Какие должны быть требования? Симпатичные, потому что одеться надо будет сексуально. Способность показать грудь. Способность быть легально, естественно, в Америке, потому что могут попросить документы, могут спросить, что вы здесь делаете. Ну и объясниться. Конечно же, я буду поддерживать, рядышком стоять, разговаривать, тоже плакатики держать. У нас будут конкретные требования, у нас будут конкретные хэштаги. Вы, конечно же, их тоже поддерживаете, тоже распространяете. Вот, собственно, что мы собираемся делать. Ну, и, конечно же, самый вопрос, когда? Чем раньше, тем лучше. Я планирую сегодня, уже в понедельник, 12 апреля, сегодня вечером, здесь делать первую акцию. Итак, со мной можно связаться по телефону, по телеграмму, я вышлю свои контакты. Еще раз, я нахожусь в Сан-Франциско. Здесь очень много ребят наших русских, которые точно так же, я уверен, поддерживают Алексея Навального, ребят айтишников. Присоединяйтесь, пишите. Если знаете какие-то группы, где они тусят, общаются, высылайте. Я с удовольствием присоединюсь к ним, попытаюсь их тоже зажечь этой идеей и вместе что-то сделать, чтобы помочь Алексею, по крайней мере, остаться живым. И вы же понимаете, вот этот 8-й посыл: деньги, жизни, смерти, это было про него. Он
как вы понимаете, сейчас объявил голодовку уже 12 или там 13 день. Я знаю, человек может жить без еды и 20, и 40 дней. Я буду без детей, без жены, конечно же, с едой тоже 40 дней. От того момента, когда я уехал из своего дома до моего дня рождения, придется ровно 40 дней. И почему до моего дня рождения? Потому что когда-то моя жена спросила меня совсем недавно: Майкл, а какой ты подарок хочешь на день рождения? И вы знаете, что я ответил? Я так подумал. Я долго, кстати, думал. Это заняло у меня не один даже час или день. Это было еще тогда, когда я тусил в Аризоне и угощал ребят икрой. И я вдруг подумал, что я реально, вот, ну что мне надо? Денег больше не надо, секса, женщин, машину круче, работу. У меня все офигенское, самое лучшее. Жена, дети. Я самый счастливый человек на свете. Но я вот реально бы хотел познакомиться с Алексеем Навальным на свое день рождения, пригласить его на свою тусовку и, конечно же, угостить его черной икрой. Ну и не только его, а всех остальных, кто любит, потому что она очень полезная. И те деньги, которые она стоит, это рваная, крашеная, зеленая бумага под названием доллары. Это реальные деньги, это реальный мусор. И хоть все за ним гоняются, и без него сейчас никак, но это все равно мусор, потому что эти маленькие икорочки, они обладают очень ценными элементами, там, знаете, витамины, микроэлементы, там, коферменты. Самое важное, что сейчас нужно Алексею и всем остальным. Так вот, это ценное, а вот эта бумага зеленая, крашеная под названием доллары, это все равно бумага и это мусор. Как сказал когда-то Илон Маск, что биткоины это как и доллары, это мусор. И закупился еще биткоинами на, по-моему, там 1,5 триллиона долларов. Так что деньги это мусор, всех денег не заработаешь, всех баб не оттрахаешь, все равно не увидишь, но что-то хорошее можно сделать для себя, для жизни, для детей и для тех, кого ты любишь. Я надеюсь, вы меня понимаете, вы со мной и поддержите меня, как вы всегда меня поддерживали. Комментарии, лайки, посты, шеры, все поддерживается. Это видео я оставляю и выставляю на YouTube. Это будет горизонтальный формат, потому что я вот поигрался, смотрю, YouTube не очень любит, значит, какой-то вертикальный тиктоковский формат. На ТикТоке, на Инстаграме я буду выкладывать контент тот же самый, но только на английском языке для моих английских друзей, которых, как вы понимаете, за 12 лет у меня тоже очень много появилось. И вы точно так же подписывайтесь на Инстаграм, это мой основной аккаунт, сейчас там, где моя семья, вся моя активность. Он, конечно, в основном, как сейчас вы понимаете, идет на английском. На ТикТок тоже можете подписываться. И точно так же высылайте эти аккаунты, если у вас есть англоговорящие друзья, шерьте, кросс-постим. Учите меня, что надо сделать. Если есть команда, которая может сейчас заливать эти видео на YouTube, оптимизировать, делать плашки, то же самое, напишите, пожалуйста, я буду очень рад, потому что моя команда сейчас, та, которая раньше делала YouTube, мой и оптимизировала, они сейчас немножко заняты, я пытался с ними связаться. Поэтому, кто умеет этим заниматься, пожалуйста, кто умеет заниматься social media, маркетинг, чтобы это все распространить, чтобы привлечь больше внимания общественности, точно так же, пожалуйста, присоединяйтесь. 3 дня я буду в Сан-Франциско. Попробуем что-то здесь замутить, попробуем привлечь внимание общественности, выйти на местные новости, посмотрим, какая реакция будет. И через 3 дня, в среду, я улетаю в другую страну и буду делать то же самое. Будем только немножко поднимать градус акций, градус послания, но вот такая у меня задача, потому что я хочу получить свой подарок на день рождения. Мне будет 41 год 20 мая. В этом году, через 37 дней, я хочу познакомиться с Алексеем Навальным. Ну, даже если не в этот день рождения, так любое другое. Я еще молодой, жизнь только начинается, но он должен быть живой, чтобы это случилось. Ну что, смотрите, прямо тут рядышком у меня с моим отелем современный музей, музей современного искусства. Очень прикольное место, туда надо будет сходить. Вот, и я подхожу к своему отелю. Вот здесь у меня будет база, по крайней мере.
Здесь можно будет встретиться, обсудить, что и как, запланировать, сделать плакаты, ну, конечно же, подготовиться. Так что я возвращаюсь в отель, заливаю это видео прямо сейчас. Ну и, конечно же, жду вашей реакции. Это какие-то съемки тоже, какая-то тоже движуха. Very beautiful, thank you. Очень красиво. Ну что, вот мое рабочее место. Прямо сейчас заливаю файлы на YouTube, как я вам уже сказал. На русском языке они будут на YouTube. Вон какой красивый вид. Я говорил насчет икры и забыл сказать, доллары, да, резаная зеленая бумага действительно не стоит вот той даже доли той информации и той ценности, которая в этой икорке находится. А представьте, что находится в голове Алексея Навального, насколько та жизнь ценнее, важнее и дороже, и она не измеряется никакими деньгами, она, ну, как мне кажется, это тоже то ценное, что есть, осталось сейчас не то, что вот даже у россиян, а у всего мира, потому что то, куда все движется, очень мне не нравится, очень никому не нравится. И Алексей — это наша последняя надежда, он должен быть живым. Надеюсь, вы со мной и абсолютно с этим согласны. И прощаемся, увидимся очень скоро. Пока-пока.